я хочу поговорить о том, почему у вас при наличии определенных знаний, где-то даже глубоких знаний, теханализа, рынка, механики рынка, не получается зарабатывать, не получается делать это стабильно. То есть почему отсутствует стабильность, постоянство? И причин много, одна из, которую мы все чаще и чаще выделяем среди трейдеров, которые находятся где-то между. То есть у них получается, потом все сливает. Получается, все сливает. То есть либо они остаются в нуле, да, либо они опять сливают все деньги и снова пополняют депозит. То есть как перестать пополнять депозит? Когда трейдер, особенно внутридневной, открывает график, первое, что он начинает делать, помимо своего анализа, он начинает активно торговать. Он и покупает, и тут входит, и тут выходит, тут входит, тут выходит. Это не работает. Вам нужен по факту один, может быть, два трейда, одна-две сделки, но в направлении вашей ключевой идеи. И вот сегодня я постараюсь раскрыть, как я строю ключевую идею дня. Потому что раньше, когда я переходил на внутридневной трейдинг, уже прошло сколько, 17, 18, 19, 20, 21, 22 год, 5 лет с хвостом прошло. И когда я переходил на внутридневной трейдинг, вот я долгое время не мог понять, что не так. И у меня вроде вся есть, да, вся необходимая база кормовая, но не получается быть стабильным. Вот первый год, 2017, несмотря на то, что мне удалось хорошо торговать на старших графиках долгое время, а потом, переходя на внутридневной, я столкнулся с тем, что я не могу торговать прибыльно, у меня нет стабильности. И затем потихоньку я понял, почему ее нет. И я стал фокусироваться на одной идее, одном торговом плане. И если он сработает, я заработаю и зарабатываю большие профиты. Давайте посмотрим на индекс NASDAQ. Сегодняшний график. Вот я пришел на свою сессию. Вот 16:30 по Москве. Это начало премаркета. Премаркет – это то время, когда рынок только раскачивается, и обычно в это время выходят новости. 16:30 по Москве новости. Там безработица в США, другие данные, там инфляция и так далее. Но это не имеет значения, что там выходит. Имеет значение, будет ли активность на рынке. И нередко мы можем наблюдать вот такие большие бары. Да? Смотрите, один бар, одна свеча. Посмотрите, как рынок обвалился, да, на 200 с лишним пунктов. Хорошо. Какие мысли могут быть у трейдера в этой ситуации? Играть на sell, то есть продавать. Почему? Тренд медвежий, все, мы падаем вниз. Отлично. И, наверное, это была бы ключевая идея, если я бы не посмотрел на часовой график. Давайте сейчас это сделаем, перейдем на часовой график, и что мы здесь с вами увидим? Мы увидим, что вот эта большая нисходящая свеча, она упала куда? Внимание, по левую сторону. Она упала на предыдущую зону сопротивления, которая становится поддержкой. Что еще мы здесь можем заметить? Что наш тренд-фильтр зеленый, и что это движение, коррекция от вот этого импульса. Посмотрите по левую сторону, какие свечи огромные, часовые. И это все мне говорит о том, что, Аркадий, вот здесь ни в коем случае нельзя быть продавцом, если хочешь поймать движение или хочешь получить большую вероятность отработки. Также мы здесь с вами видим дополнительные условия из моей системы. Это вот этот уровень 120. Наши трейдеры знают, что если цена сюда опускается, крайне вероятен разворот. Я хочу вот этим видео обратить ваше внимание на то, что не нужно скальпировать рынок. Вы не будете зарабатывать скальпингом. Вы будете зарабатывать деньги только тогда, когда на рынке есть моментум, волатильность, и когда ваша идея оказалась верна, и когда вы на эту идею внесли определенные деньги, то есть добавили объем в прибыльную сделку. Еще кое-что забыл вам сказать. Сейчас мы вернемся к обсуждению, но я могу забыть, и потом уже будет поздно. В общем, мы готовим безумное предложение на обучение трейдингу. Это будет очень такое вкусное, да, без преувеличения предложение. Поэтому, если вы хотите его получить или узнать о нем, то оставляйте заявку, потому что публично на YouTube этого предложения не будет. Только для тех, кто заинтересован, потому что оно будет настолько сильным в плане насыщенности того, что там будет. И я даже больше вам скажу,
то, что я там сделал, и то, что я туда добавил, никогда ранее я этого не делал. Но сейчас, так как уже все устаканилось, да, торговля, торговые системы, есть роботы, все это практически на автомате, теперь я могу уделить этому время. И это то, что вы так сильно просили, я не преувеличиваю, меня постоянно за эти годы спрашивали: Аркадий, ну когда же вы это сделаете, почему вы это не делаете, почему не делаете, почему не делаете. Так вот, сделали и добавили в это предложение, и это будет пока только один раз. То есть вы сможете подключиться только с помощью этого предложения, но никак иначе. А потом мы посмотрим, нужно ли будет это оставлять, скажем, на более длинную дистанцию. В общем, если вы заинтересованы, сюда регистрируемся. Не буду говорить дату, но она уже совсем скоро, и скоро эта страница исчезнет. Поэтому, если вы заинтересованы, оставляйте свои данные. Конечно, будут другие предложения, но они уже не будут такие интересные, если мы говорим про публичные, да, предложения. В общем, там точно то, чего не было. Возвращаемся обратно сюда. Так вот, чтобы заработать деньги трейдеру, ему нужна одна хорошая идея. То есть это одна сделка, одна идея по одному инструменту. Не 25 идей в течение 2-3 часов я здесь скальпирую buy, sell, еще раз ничего не получится. Торговля по сигналам так не будет работать для вас. Одна ключевая идея. Так вот, ключевая идея сегодняшнего дня, и неважно, это правильная идея, то есть цена пошла, вот я сегодня решил только покупать. Да, моя ключевая идея, основываясь на том, что я вижу на часовом графике, основываясь на поведении цены и других базовых условиях, да, других базовых критериев. Класс. Отлично. И рынок мог бы пойти дальше вниз, безо всякой остановки. Не в этом соль. Соль в том, что если твоя идея верна, ты получаешь определенную дозу внутренней уверенности, а также фокус, твое внимание, оно направлено только в одну сторону. Да, ты можешь оказаться не на той стороне рынка, естественно, это же не 100%, но дело не в этом, дело в том, что когда твоя позиция верна, ты пробуешь наращивать, добавлять. И еще, что характерно вот для таких вбросов, да, когда формируется огромная свеча, большая медвежья или бычья, я всегда смотрю на то, как далеко после образования вот этой большой медвежьей свечи, да, слоновой свечи, как далеко цена может пройти дальше. И вот мы видим, что после образования вот этой свечи раз-два было всего лишь 2 медвежьих свечи, не было продолжения никакого. И когда рынок после вот этого минимума отскочил, обычно что происходит? Вот эта отгадка очень частая, зафиксируйте себе ее. Когда рынок упал, вот упала цена, отскочила цена, вот здесь, видите, мы отскочили, но не смогли протестить, коснуться этого уровня после такой медвежьей свечи, то есть мы все смотрим в определенном контексте. Рынок – это первая индикация того, что, возможно, здесь недостаточно силы у продавцов. И еще интересный момент, скажу вам больше. Я беру вот эту свечу, огромную медвежью свечу, ее минимум, и смотрю, как цена себя ведет относительно ее минимума и цены закрытия. То есть у меня получается такая некая зона, да, некая зона. Я мониторил, рынок здесь ушел выше, я смотрю, потом мы видим, рынок еще раз подошел и сделал локально более высокий минимум. И вот здесь, посмотрите, сколько вот этих свечей, которые тестируют эту зону, тестируют. И вот мы стали выходить. И вот здесь первый шанс агрессивно очень купить NASDAQ. Я здесь покупаю, беру быстрый профит. Да, быстрый профит. Почему? Потому что здесь мы видим, рынок подходит к ценности. Это зона ценности. Потом цена откатывает. Я планировал здесь купить, но не нашел удобный, скажем, для себя вход. Да, довольно здесь такие широкие стопы, рынок мог бы еще ниже проскочить, поэтому здесь позиции на buy не было, и потом мы видим, рынок стал опять возвращаться, видите, сделал более высокий что? Когда рынок делает 2 подряд более высоких минимума, это может быть началом нового тренда. То есть по структуре. Но все исходит откуда? Как вы можете лучше читать структуру рынка? Как вы можете быть лучше, чем вы были там до этого? Как трейдер в плане техники? Только за счет фокуса, потому что ваше внимание сосредоточено только на одном. Вы покупатель. Следовательно, вы
вам проще распознавать вот эти изменения рынка, и вы на это быстрее реагируете. Понимаете, да? И даже если будете правы там в 50-60% случаев, это вам за глаза хватит. И из этих 50-60 еще процентов 20-30 будут сделки, которые принесут аномальную прибыль. Когда попрет. Сегодня так не то, что невозможно было, но такое редко бывает, чтобы рынок вот после такого падения прям взлетел обратно и улетел. Это редкое явление. Угу. То есть я пытаюсь вам сейчас передать вот эти мои основные мысли и раскрыть, как выглядит на самом деле процесс подготовки к сделке, с чего он начинается, а не так, что ты сел такой, все, вот мой план, вот мой сигнал, вот здесь пробили, вот тренд-фильтр красный, вот мой сел и так далее. Не работает. Именно поэтому мы учимся, именно поэтому, это одна из причин еще, почему я сделал для вас вот эту штуку, которую добавил в большое новогоднее предложение. Мне прям самому нравится, я даже так немножко взбодрился, потому что это что-то новое для меня тоже, потому что раньше я этого никогда не делал, но для вас, для трейдеров, это просто супер, это вообще огонь, я не знаю, это просто мега крутая вещь, как по мне, тем более меня так часто об этом спрашивают. Интрига. Так вот, мы видим, что рынок скорректировался, и я начинаю дальше смотреть. Все это время я мониторю, то есть требуются, конечно, определенные навыки, связанные с терпением. Когда ты видишь, здесь вроде мог бы купить, такие мысли к тебе все равно в моменте будут приходить, и туда пошла, думаешь, хорошая точка, бла-бла-бла-бла. Но когда у тебя есть визуальные сигналы, все проще намного, да. И вот здесь я начинаю наблюдать и вижу, что рынок, это в трейдинге, в частности, в моей системе называется компрессия волатильности, когда рынок резко сужается. Вот представляете, что здесь произошло, насколько рынок сузился, когда рынок зажимается, а если он зажимается, то есть два варианта, куда выстрелить, да, вверх или вниз. В контексте этом, вероятно, более вверх. Не 100%, вероятно, более вверх. И также есть другие основания, мы не будем сейчас там копаться, это относится к системе, к правилам. Я еще раз подчеркну, навожу вас на мысль, да, как работать с графиком, чтобы вы делали профиты. Соответственно, здесь профит, все, потом мы видим TC Sell, казалось бы, идеальный сигнал для продаж, действительно рынок отскочил, здесь я не входил на Sell, и мы вернулись к уровню, который пробили вот здесь слева, да, тоже коррекция. И потом, в принципе, все, здесь больше ничего не было, рынок зафлетил, такие маячили, скажем, сигналы, но ничего такого я интересного здесь для себя не нашел. И, конечно, торговать вот в этот период намного легче, чем торговать уже дальше вправо. То есть и здесь я свежее, да, как трейдер, потому что я только открыл график, только начинаю торговать. И, конечно, рынок свежее, как правило, тоже. Вот, это NASDAQ, и еще надо отметить золото, там похожая ситуация была. Вот видите, давайте на дейли, или на часовой перейдем, на дейли не будем переходить. Похожая ситуация, и посмотрите, что общего между этими сделками, да, или между этими ситуациями. Тоже огромный медвежий бар уперся в уровень 120, тренд-фильтр зеленый, и это все приходит на уровень предыдущего сопротивления, которое становится поддержкой. Угу. И вот здесь возникает вопрос, насколько разумно на минутном графике здесь быть продавцом, насколько это логично, насколько это вписывается в контекст рынка. То есть, еще раз, не торгуйте, чтобы торговать ради торговли, торгуйте, чтобы стать хорошим трейдером. Хороший трейдер учитывает поведение цены, базовое поведение цены, структуру рынка, не только на своем графике, но и, конечно, на часовом, и оттуда у него возникают уже определенные планы и идеи. Вот такое видео, если понравилось, с вас обязательно лайк, подписывайтесь, если вы впервые на этом канале, и оставляйте свои контактные данные вот здесь, потому что уже скоро безумное новогоднее предложение, я не преувеличиваю, для трейдеров от моей команды, поэтому если вы хотите узнать первым, регистрируйтесь, и мы вас оповестим, это уже вот-вот совсем скоро, и до связи, пока.